Родился, женился, был во всем виноват, умер. Типичная картинка для мужчины. Привет, я Оля Вастикова, магистр по психологии, помогаю мужчинам стать увереннее в себе и построить здоровые отношения. Из этого ролика ты узнаешь, почему мужчины живут меньше, чем женщины. Что такое женский психологический террор, который ты даже не замечаешь? Чем отличается мужская агрессия от женской? В конце видео я расскажу, что делать, если ты считал себя сильным львом, а оказался котеночком. Что у тебя возникает при слове абьюз? Ну, это какое-то женское слово, когда женщина пытается обвинить мужчину в чем-то. Возникает такой мужской образ агрессора, который делает какое-то физическое насилие. Однако женский абьюз также существует, просто о нем никто не говорит. Иначе какой ты мужчина, если ты жалуешься на жену? Женщина ведь в обществе это чаще всего жертва. Я расскажу про женское психологическое насилие на примере моего клиента. Ко мне обратился мужчина, 33 года, давай назовем его Миша. Миша айтишник, он очень много работает и решил пожениться на девушке Кате. Миша до этого купил свою квартиру на свои личные деньги, он очень хорошо зарабатывает и он может обеспечить Катю так, что она больше ни в чем не будет нуждаться. По вечерам Миша любил поиграть в дотку и просто поваляться на диване и просто поскроллить ленту, просто для того, чтобы отдохнуть. А Катя домохозяйка, она сидит дома, она особо не работает, у нее мало друзей, и ее единственный интерес – это Миша. Когда Катя смотрела на играющего в дотку Мишу, она решила, что ее это не устраивает, и поэтому она сказала, что он совсем забил на их отношения, и вообще-то они муж и жена. Миша решил, ой, действительно, что-то я как-то мало времени Кате уделяю. И решил ходить с ней по кафешкам, в кино, свозил ее на Бали. Он постарался сделать так, чтобы они действительно общались побольше. Первое время все было хорошо. Катя была довольна, все были довольны, все было классно. Но Кате показалось этого мало, и она решила еще и ревновать Мишу. Ежедневные безуспешные проверки Мишиного телефона, но она все-таки пыталась доказать сама себе, что Миша завел роман на стороне. Миша очень сильно надеялся на позитивные изменения, но, к сожалению, чем дальше, тем больше эта ситуация усугублялась. Он молчал, тихо обижался на Катю, тихо бесился, но все равно молчал. Катя пугала Мишу разводом, навязывала чувство вины и какой-то ничтожности. Катя закатывала истерики и даже грозилась выселить Мишу из своей собственной квартиры, которую он купил сам. Так прошло 4 года, и Миша в какой-то момент не выдержал и решил, что с этой проблемой нужно что-то делать, потому что она отнимает у него очень много сил. Он читал книги, советовался с друзьями, но все это никак не помогало. Миша решился записаться ко мне на консультацию. Мы вместе с ним исследовали его ситуацию, и в конечном итоге Миша решил, что ему нужно развестись со своей женой. Сейчас у Миши новые прекрасные отношения, и вот только недавно его бывшая жена Катя перестала ему названивать и просить вернуться обратно. На этом примере мы можем понять, что женский абьюз существует, просто мы не так часто о нем говорим. Какие виды абьюза используют женщины? Первое. Оскорбление и унижение. То есть девушка говорит, что вот именно из-за этого я с тобой такая. Именно это делает меня такой. Именно поэтому я так себя веду с тобой. Второе. Манипуляция чувством вины. Это такой вид абьюза, при котором мужчина понимает, что именно его поведение вызывает крики у его жены, вызывает истерику у его жены и прочее неадекватное поведение. Девушка пытается вызвать чувство вины у своего парня, что она потратила лучшие годы своей жизни на него. Ах, он неблагодарный. Или что-то типа, а вот сосед сводил свою жену на Мальдивы, а мы почему-то туда не ездим. А ты, Петя, вообще неудачник, и мне приходится нищенствовать рядом с тобой. Третье. Завышение своей важности. Девушка говорит что-то в стиле «Ой, да кто бы ты без меня вообще был? Ой, да ты без меня пропадешь». Четвертое. Обесценивание решений и действий. Это когда женщина твердит своему мужчине «Ой, да ты без меня вообще ничего не можешь решить, и сделать ты тоже ничего не можешь, у тебя руки не из того места растут». Пятое. Контроль твоего телефона. В обществе как-то почему-то странно, но принято, что девушка может копаться в телефоне своего парня, и это нормально. Но вообще-то такой контроль – это нарушение личных границ человека, и также это убивает все уважение. Шестое. Шантаж, обиды. Это когда девушка на что-то обиделась, мужчина должен понять, что она обиделась, и понять, на что она обиделась. Комбо. Седьмое. Шантаж интимными отношениями. То есть это когда девушка дает только за хорошие поступки, то есть только ради поощрения. Не ради удовольствия, а ради того, что вот
я тебе наконец-то могу дать, потому что этим я тебя поощряю. Держи сахарочек. 8. Физическое насилие. Конечно, мужчина гораздо сильнее, чем женщина, но иногда женщина может дать мужчине пощечину или биться в него кулачками и кричать: «Ну ударь, ты же мужик, давай, покажи себя». «Да ты даже ударить меня не можешь, да что ж ты за мужик-то такой?» У абьюза всегда есть последствия. Это заниженная самооценка, пропадает всяческая мотивация, возможно, выученная беспомощность, пропадает настроение, даже может возникать депрессия. В таком состоянии у тебя может вызываться апатия, ты можешь быть не способен даже работать, не способен развиваться. Ну и последнее. Как же выйти из таких отношений? Самый сложный шаг к разрыву отношений – это понять, что ты находишься в этих отношениях, и спросить себя, а хочешь ли ты посвятить всю свою жизнь такой девушке? То есть посвятить жизнь той, которая тебя подавляет и унижает. Если нет, то поздравляю, ты сделал первый шаг. По опыту работы с мужчинами я понимаю, что вам на первых этапах знакомства очень сложно распознать все это мракобесие. Потому что мужчинам не свойственно слышать вот эти сигналы агрессии от женщины. Если тебе отвлекается то, что я сказала, ты хочешь чувствовать себя увереннее, построить отношения, в которых тебе будет комфортно и кисульно, то добро пожаловать ко мне на консультацию. Если ты думаешь, что уверенность и умение себя слышать – это врожденное, то нет. Я тут тебя и расстрою, и, может быть, наоборот, порадую. Это работа над собой и желание что-то сделать. Важно только желание и действие. Мои клиенты сейчас кайфуют от своих отношений и даже не представляли себе до работы со мной, что такое вообще возможно. Они тоже думали, что классных отношений и приятных девушек не существует. Однако у них получилось. И я знаю, что делать, чтобы у тебя получилось так же. Жду тебя на консультации. Ссылка в описании. В любом случае помни, ты красавчик, и Вастикова с тобой.